Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы продолжаем смотреть разные страшные видео, где ребята отправляются в разные заброшки, в разные деревни, вызывают духов и прочее. Пошоркался я по ютубчику еще и нашел еще один канал, называется Сергей Огнев. Как я понял, этот парень тоже занимается подобными вещами. Общается с духами через ЭГФ, ходит на разные заброшки и все в этом духе. Ну а наша с вами задача понять, насколько нас здесь вводят в заблуждение или на самом деле люди с чем-то правда сталкиваются с потусторонним и умеют с ними общаться. Ну а вы устраивайтесь поудобнее, прожимайте лайк, подписывайтесь и не забывайте прожимать уведомления, ведь так вы будете всегда в курсе новых видео на канале. Приятного вам просмотра, погнали! Так, ну что ж, видео нас встречает с дисклеймера, и в нем есть что почитать. Данное видео несет развлекательный характер и не призывает к действию. Все увиденное выполнено профессионалами на свой страх и риск, а также является постановочным шоу, которое не имеет цели кого-то оскорбить. Любое совпадение с реальностью случайно. То есть, что нам говорит автор о том, что все, что мы сейчас увидим, это будет в любом случае постановочное шоу. Поэтому давайте так, я предлагаю оценивать это видео не с точки зрения мистики, мол, существует это или нет. А давайте просто посмотрим видео, насколько оно смотрибельно, хорошо смонтировано, там всякие голоса, звуки и прочее. Просто посмотрим видосик. Я считаю, что это круто. Погнали. Опа. Я что, не тот видос нажал? Вы что-то тут про бомжей? Серегу тут не видели? Серегу, Огнева, блогера. Нет. Кого? Блин. А это он сам себя ищет? Серега! Почему в помойке, в толчке? Серега! А, это не он еще. Здрасте. А вы Сергея Огнева, блогера, не видели? Ой, а знаете, Не почему заходил? такое мерцание? Нет. Потому что у него герцовка 60 стоит. Короче, ребят, я уже не знаю, где его искать. Все места обошел, где я только не бывал. Но найти его так и не могу. Ребят. Нашел. И кажется, я нашел. Ну-ка, надо проверить быстро. Ё, а как здесь спускаться-то? Вон, была не была. Фух. Ух ты. Что-то начинается, вроде как прикольно. Ищут Серегу. Может, это Тут типа просто реклама? можно идти. Хотя сейчас реклама, по-моему, без этих всяких НННов нельзя. Просто снега. Дохерища. А вот. Смотрите, какая А, это палатка. стоит. Блядь, не заморочились, это уже прикольно. Ты чё? Что такое? Ты чё тут делаешь? Костян? Представляешь, Алло, если бы это был не он. давай, Ну вылазь. так. То есть прикольно задумали, но он мог бы такое сделать сначала. Серег, это ты? Что ты тут делаешь? Мне на тебя подписчики жалуются. Стримов нет, видосов нет. А у тебя уже вообще-то 100 тысяч на канале. Нифига себе. Действительно. Действительно. Ну ладно, давай вылази, у меня новости для тебя есть. Ух ты, ё-моё. Ладно, смотри. Вот тебе билет. Через 2 часа поезд. Все, давай, тебе еще вещи собрать надо. Давай, давай, пошел. Вещи в палатке же. Подожди, шапку забыл. А, и сапоги тоже. Все, давай. И чтоб без видосов не возвращался, понял? Сейчас в этой коробке находится вся Ну. сотня тысяч моих подписчиков, которые есть на канале.
которые сейчас смотрят этот ролик, которые сейчас пишут комментарии, ставят лайк. Прикольно, Давайте, ну, знаете, то есть- как-нибудь эпично это Я так сделаем. понимаю, он подошел к этому видео с тем, что набрало 100 тысяч подписчиков. Санечка, Санюша. Так. Здесь мягенький поролон, упакован все четенько, аккуратненько. Вот это прям вот презентабельно. Это не какой-то там клочок бумажки. Это действительно плотная, хорошая бумага с подписью директора Ютуба. Как я понял, это благодарственное письмо. Вот так вот оно выглядит. Ну и самое главное, красотка. Вы просто посмотрите. Вот, я ее даже с коробки не достаю. Прям вся блестит такая. Она Чувствуете реально как мою зеркало. Ее можно повесить в маленькую ванну вот так вот зависть? вместо зеркала и утром умываться и смотреть на себя. Но если без шуток, эта награда, это вы, дорогие друзья. Это вся 100 000 подписчиков, которая уместилась в эту маленькую награду. Я знаю, как вы давно хотели услышать эту фразу. Поэтому всем привет, друзья и друзьихи. С вами Сергей Волков. друзьхи. И сегодня мы отправляемся в очередные ебеня. Ну да, на 100 тысячах подписчиков уже можно, я думаю, вот так вот себя вести, наверное. Мы отправляемся в очередные ебеня. Короче, сейчас. Ощущение, как будто я не страшилку зашел посмотреть, а влог. Все запят. И мне пора. Че, у вас тут тропики? А куда не горят? едут-то хотя бы? Давай. Или я проебал Короче, что-то? поезд немного задержался. Я должен был приехать еще минут 10 назад. Ощущение, как будто как это видите, московский из такой зимней морозной Москвы попадаешь в вот такие вот вокзал тропики какой-то, ну игрищные. типа. Я понимаю, почему ты в кожанке ходишь. Кстати, куда нам идти? Да хуй знает, что будем выбираться. Ты как сюда пришел вообще? Да тут не было поезда, он приехал и все перегородил. Да, понял. Ты так, да, прошел насквозь? Ладно, пошли, уходим отсюда, Игорь. В общем, я уже нахожусь в Краснодаре. Игорек А, это меня Краснодар. встретил, забрал. Игорек, Вот это, я понимаю, ага. дружеская поддержка. А знаете, кто еще поддержал выпуск нового видео? Наши друзья из The Lucky Duck. Это многопользовательские игры, в которых можно классно провести время и неплохо приумножиться. Все максимально честно, так как исход будущих игр можно посмотреть на странице с историей. Для новичков сайт дает много интересных бонусов. Можно получить бонус за вступление в группу ВКонтакте, за репост и еще Вот, много я имею в виду, всего. здесь, А для по-моему, тех, кто должны сидит быть ВКонтакте, какие-то есть вставки, но я не Telegram-бонус. знаю. Выполняйте простые задания. Я, можно к сожалению, получить еще до пока 55 интеграции бонусов ни с на кем свой не игровой имел. счет. И, конечно же, сразу же поиграть на них. И, Вариантов конечно пополнения же. и вывода Блин, давайте рекламу-то пропустим. для Ой, того, чтобы день мы нет, ставлю закреплю в подарок. И Ага. крайне неожиданно у нас уже наступил следующий день. Мы вообще оторвались. крайне неожиданно. Сейчас мы едем в магазин для того, чтобы закупить все необходимое, продукты питания, жидкость для розжига. Поездкой я загорелся. Такие, вроде как, казалось бы, трудности, но на самом деле этого долго мне не хватало. Сейчас вот только-только Я не пойму, начинаю что за тачка, приходить в блин. тонус после затяжной депрессии. Очень смахивает на Шевролюхин салон. Да, было много Шевролюхин. кто писал про это пост, на самом деле. Шевролюхин Никто ты. комментариев даже не написал. Не знаю, будет ли сейчас вообще актив на моем канале какой-нибудь, но скажу вам так, видосы выходить будут. Старым Или Hyundai, что-то такое. Ребят, ну вы прекрасно понимаете, Да. что это был не Подождите, это Матис, по-моему. Подписаться на канал Игоря, ссылочка которого будет в описании. Но я думаю, что многие из вас его и так уже знают, потому что мы... Блять, вот знаете, что самое такое Снимали хреновое, что я действительно сейчас интересные понимаю? проекты. Если я бы какую-нибудь И они вам интеграцию очень с понравились, блогером ввел, Не то у понравится меня была бы сейчас, с я этим уверен. проблема. Все великие дела Потому что начинаются с тушенки. многие Мы выбираем тушеночку, как снимают обычно, наши постановки, консервы любимые. а у меня, Они с ну, овощами. наоборот, Ну, короче, я отрицание взял с картофелем. того, что что-то И еще существует. с чем. Ну, как минимум, У нас такая большая в корзина, попытках это мало найти видно, но это, совсем скоро но назад я покажу, уверен, сколько мы что всего я взяли. не столкнусь. Момент истины узнай, сколько А вот если это удовольствие столкнулся? все на бой стоит. У нас вот такая... То тогда можно уже интеграцию делать. Разного барахла, есть даже зубная щетка. Да. Так, ребят, я все понял. Где Страшилкин? О, именно с этого момента все. Подожди, стоп, нахуй, мы не прочитали.
что такое? Именно с этого момента все и началось. Отправившись на точку старта, никто и подумать не мог, чем все это обернется. Не перематывайте ролик, и вы сами все поймете. Но мы уже чуть перемотали, мы ему не расскажем. Как бы там, я не знаю, я с точки зрения монтажа смотрю, мне, например, начало затянуто. То есть зачем говорить, рассказывать о том, как вы еду конкретно прям покупали, выбирали, не знаю, жрали ее. Вот не про это ролик, по идее, должен быть. То есть у меня тоже было, когда мы заезжали в фастфуд, но это просто кадр. Типа, ребят, мы заезжали по дороге туда-то, туда-то, все. В общем, Но едем, у меня ролик не об какие у этом. нас дела. Мы уже подъезжаем на нашу точку, откуда мы пойдем пешком. И я скажу так. Но он молодой, в интернет любом случае, возможно, это отсутствует, в его так совсем. голове и имеет место быть. Насколько мы на машине сможем по такой вот дороге проехать, еще неизвестно. Сколько, блядь? Долго. В Это общем, еще дальше мы так проедем, нормальная тем лучше, дорога. Потому что он нам по оффлайн-картам показывал идти пешком 5 часов. Это полный трэш. Просто глушь. Просто охренеть. Пасека у кого-то тут стоит. А? Не хочу пчелку в гости. Ну, что-то не подсказывает, Игорь, что это конец, да. Да, Скоро походу, будем за какими-то спешно. видосами нужно искать каких-то людей в других городах, Ага. ехать к ним, Сейчас чтобы пока также будем идти, я встречаться. буду рассказывать историю, собственно, Куда-то почему мы ездить. сюда направились. Я решил самое интересное оставить на А, потом. вот, давай. Но те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже давно в курсе, что это за место и куда мы идем. И что мы, собственно, ищем в этих лесах. Слушай, ну красиво, не спорю. Ну, Только тут как да. нам перебираться туда? Короче, я предлагаю идти вот туда вот. На Пока руках. идем. Дальше уже будет видно. Ну, если что, в крайнем случае, как-нибудь да переберемся. Нам Ты не по снегу впервой. почти босиком ходил, так Блин. же тапки одел, перешел, Мы да, успели ноги даже от вытер. машины отойти, как мы уже оказались в западне. Это первое препятствие, которое нам нужно придумать, как преодолеть. Сейчас мы реку перейдем, дальше будет все проще. Обусу ногу. Вытер, да, опять носочки одел, ботинки, все Там у нас сухие, и шанс повыгнал дальше. перебраться. Там не настолько глубокая Просто вода. голова работает. Надеюсь, что мы не промокнем, потому что с мокрых... Я сейчас трендю просто потому, что пока что ничего не происходит, вы уж извините. Ой! Если кому просто будет Мотивация полный надо видос поднять. интересно посмотреть и, в принципе, за его творчеством Сносит, понаблюдать, Игорь, реально ссылку на сносит. видео я оставлю в описании. Ай-яй-яй. как бы. Ой, как Вот, о чем я и говорил. не Красавцы. Игорь сносит, бля. Доперли. Я как серфер отвечаю. Ой, я не знаю, сколько вода градусов, но никогда не повторяйте такого. Ой, А мне кажется, что О! она там типа так, не теплее, останавливаемся. чем Двигаемся на дальше. улице может быть. Потому что даже у речки не бывает минуса, по-моему, насколько я знаю. Ну, вообще у воды. Если она в ледышку уже не превратилась. То есть, если на улице Вот минус, такая находка у мы нас в купели, встречается на класс. пути. Вынырнул, Обычно такое кажется, ставят, жарко. когда кто-то погибает на дорогах. Но здесь дорога такая, больше похожа на проселочную, и сюда не каждая машина заедет. Здесь река. Тут же справа, хомячит там. поэтому сюда мало какие машины попадают. Но у нас потихонечку смеркается, а идти нам еще, блин, ну километров 15 или 14. Это очень долго, ребята. Вот туда вот дорога Это прилично, вдаль да. идет. 20 Я приехал километров. в Краснодар из Москвы для того, чтобы вместе с Игорем посетить один старый заброшенный поселок Призрак, который находится где-то в глубине, вдалеке, я не знаю, как это сказать, ну по классике, в ебенях. Тот самый поселок, куда мы идем, неизвестно в каком состоянии, оттуда нету А фотографий. что за оттуда, поселок? по сути, вообще нету Название ничего, кроме какое-то должно же быть. На картах картинки со можно спутника, загуглить, посмотреть, где показать показано, что там нам. есть некие постройки. Идти нам очень долго, и мы назад физически просто уже не сможем. Я не выпендриваюсь. Просто к тому, что в своих видосах я всегда рассказывал об этом месте, да, то есть какую-то историю пытался найти, место показать, чтобы человек был осведомлен, понимал, о чем речь конкретно. А тут я приехал в Краснодар, ну окей, даже табличку, если честно, Краснодара я ни разу не увидел за это видео. Но давайте верить на слово, как бы само собой. Потом
Идем в какой-то лес. Что за лес? С какой стороны вы зашли? С какой стороны Краснодара, да, и так далее. То есть очень мало сведений, которые могут дать нам как информацию, как... Может, это мне, ну, полезно будет как-то... Как я уже говорил в предыдущем видео, может быть, я тоже захочу туда съездить, да, и посмотреть на эту достопримечательность. Можем дойти, тем более по темноте, поэтому мы будем планировать там ночлег. Но чем этот поселок уникален? Ну-ка. В 70-х Может, я годах, гоню, сейчас все по будет. легенде, опять же подмечу, Ого. я не могу утверждать, поселок был заражен черной оспой. Этот поселок окружили люди с По оружием, легенде, а где ты которые легенду не эту впускали достал? и не впускали никого туда, пока они все не вымрут. Этого поселка уже нету. Оттуда все люди Ладно, ушли склоняемся, вот туда это вот, шоу. на тот свет. Поэтому... Поэтому что мы там сегодня найдем, что мы там сегодня увидим, неизвестно. Вы Поэтому слышите пошел я в пение очко. птиц? Здесь кроме пения нет Это никаких все звуков. постанова. Такая глушь, конечно, здесь, то, как я люблю. Прошли мы В принципе, только час. вообще прикольно. Можно Если- написать, типа, это постанова, я делаю шоу, и снимать это реально, вон, у меня лес через дорогу. Пошел, снимай в лесу, типа, якобы я там в джунгли какие-то забрался и прочее. Идея. Перед навигатору идти нам еще 3,5 часа. Это если без привалов. Поэтому держимся на связи. Буду включаться, как будет что-то интересное или красивое. В общем, это та самая ситуация, которая выходит у нас под контроль. Потому что посчитали переход рек 10 раз. Короче, переходить там еще реки и снимать каждый раз обувь очень тяжело. Поэтому принято решение, что мы будем идти прям в ботинках. И надеяться, что там будет какая-то печка, чтобы мы могли подсушить обувь. Или хотя бы костер. Зачем я, конечно, так взял с собой запасные рисковать? кроссовки, но, блин, печальная вся эта история. Зачем рисковать? Ну, в том Всё, смысле, Игорь, ну это кобзда полная, блин. Ботинки те, это просто трэш. либо резиновые бы взяли Всё, сапоги-то, нахуй. нет? Прощайте. Чувак же живет в Давай этом сапоги. городе, он мог... А может он нас подкинет, а? Обувь грязная. Он бы мог это подгадать, да, сказать, что там, скорее всего, будут рейки. Вы заранее карты Мы посмотрели. в поход давно идем. Мы в поход на кемпинг. А я понял, мы до Долгого только едем. А, ну ладно, Запрыгивайте, хоть 3 километра довезу вас. можно, да, Зарей? Ну, это повезло, да, если так. Да. Да. Вот так и начинаются все фильмы ужасов. Сейчас их куда-нибудь привезут, знаете, как поворот не туда. Что-то вам еще далеко. Да. Не, нам показывало 16 километров пешком идти. Надо еще? Мы Надо откуда? фонарик? Шада, да? Из Шада. Это наш? Куда идти? В Новосадово. А дорогу знаете? Но у нас есть, да, оффлайн карты, мы по ним идем. А что ночью? А чё? А мы по свету шли. Вообще. Мы шли по свету, получается, 2 часа. Потом стемнело, вот с фонарями пошли сейчас. А вам еще... Вот мы остановимся, вам километров 16 идти. Нормально. Как раз к утру дойдем. Там речки будут. Он тогда говорил, что им 14 Ну да. километров идти. Мотивацию поднял? Сука. Что такое? Дыхания нет. Умираю, аж болит все в груди. Я бы тут лег спать. Ага. Идем, Игорек. Надо мотивацию поднимать. Скоро. идем. Мотивацию как поднимать. скоро? Нас докинули какие-то ребята. Совершенно непонятно, кто они, кто здесь живет. Здесь нету ни магазинов, ни дорог, ничего такого. Может быть, отшельники. Я не исключаю. Но они вроде как были дружелюбными, но поступали иногда очень странные вопросы. Особенно порадовал момент, когда Порадовал. нас спросили, откуда мы идем, почему ночью. Ну и сидят между собой, смеются, обсуждая о том, что вот так вот и люди пропадают. Улыбаются, а потом говорят, может вам дать ночлег? У нас остановитесь. Мы такие, не-не-не, пожалуй, мы пойдем. Ну да. В общем, Я бы какая тоже, наверное, история, не знаю, остался сейчас бы видно, с кем-то. или нет. У нас здесь лютый туман. Вообще, то есть нас накрыло так, что зона видимости, ну, буквально метров 5. Все, больше нету. Я весь в грязи. Просто, ну, то есть я надел кроссовки, переобул на сухие.
и утонул в болоте. Я наступил в болото, естественно, нам нужно 2 руки Вот это свободные. жестко, Я- конечно. То есть мог шел снимать. сейчас не шел, а просто Мы жестко вылезли ходить оттуда. по какому-то такому Вот, я не говнищу. знаю, сейчас, может быть, покажу. Не видно ни хрена, вы сами видите. Просто вот глушняк. Вот Игорь там где-то сидит. Просто пустота. Ребят, спустя еще некоторое время, обратите внимание. Это лед, это снег. Просто капец. Слышишь? Короче, мы реально уже выбились из сил. Совсем все херово. Мы идем по какому-то болоту и нашли следы. Видите? Одного человека, который шел в ту сторону куда-то. По болоту. Нам еще идти 3 километра. Какая-то деревня в Вроде лесу, а я жду, когда же Почти все даже дорога, больше. дорога, 3 дорога, километра дорога, до дорога, дорога. Точки, которую я поставил. А нам от нее еще идти. Я так понимаю, Ну, я не просто знаю, для них сколько. это было В принципе, это приключение, и значения не они имеет, нам хотели нужно показать, по-любому насколько дойти. было тяжело, понимаю. Впереди я вам показывать ничего не буду, потому что вы не увидите. Здесь туман, видимость 3 метра впереди себя. Поэтому увидимся уже на локации. Все, это уже край. Вот хуже уже просто некуда. Я просто, ну вот, весь в говне, не знаю, там видно? Видно. Просто ну пиздец. Как минимум, типа, ну, у меня 2 пары обуви, они все уже, они мокрые насквозь. Мы уже воду просто спокойно проходим, как по тропинке. Нервы сдают. Воду мы набрали тупо из ручья, все. Если сейчас В смысле, а в магазине вы в этом закупались заброшенном чем? населенном пункте не будет вариантов остаться, ну типа руины какие-нибудь, разруха, это капец. Единственный шанс вызывать МЧС, это вот спасатели, чтобы реально нас эвакуировали отсюда. Потому что все, вот я без шуток говорю сейчас, без привлечений. Мимо тещиного Всегда дома есть. я без шуток не хожу. Слышь, а это безопасно? Он весь сгнил уже. Иди подальше от меня, пожалуйста. Не, это трэш. Это что, мост? Там такое течение дикое снизу. Это что такое? Смотрите, какой амбар здоровый. Пахнет церковью как будто. Офигеть, что-то на китайском написано, да? Пахнет церковью, свечками, что ли? Ничего себе. Это что такое? И куда мы попали? Вы шли и оказались Смотри. в Китае. Видео должно называться «Из Краснодара в Китай». Чей президент? Как думаешь, там есть кто-то? Пап- Может, попробуем набрать, позвонить, спросить? А? Связи нет. Как нет связи? Вон звонок, и камера пишет, и датчик движения. Ого, смотри, тут над этим. Когда мы добрались до нужной локации, мы были удивлены. Поселок оказался не заброшен, а на одном из домов мы обнаружили камеру и датчик движения. На входе висел череп. Мы решили позвонить в звонок. Ух ты. Ночью, ничего себе. блядь. Откуда вы, ребята? Я вообще из Москвы. Мы, в смысле, не знаем, краснодарские. Понятно. Заходите. Спасибо большое. Сергей. Спасибо вам большое. Вас не разбудили? Сейчас что-то странненько началось. Короче, 12 ночи, 41 минута. Как вы видите, мы уже находимся вот в таком вот вагончике. Мы двигались через лес. Оказывается, мы шли 8 часов. Ладно, если мы просто шли. Вы не думайте о том, что мы просто по прямой. Мы шли вверх, мы шли вниз, мы шли через воду, через глину. Просто какие-то ущелья, серпантины, трэш вообще полный. Мы реально выбились из сил. Мы попали с плюс 8 градусов до 0, там просто изморозь на ветках какая-то была. Я, честно сказать, не знаю, где мы находимся, это похоже на какую-то секту.
Вот прям без шуток Ничего я себе. вам говорю. Сразу. Вышла женщина, которая нам, ну, помогла, так сказать, да, ну, какие-никакие люди здесь бы не находились, они нам помогли и, грубо говоря, спасли жизнь. И мы сейчас отогреваемся. Мы попозже, как придем в себя, выйдем, отснимем, что вообще здесь находится, где мы располагаемся. Здесь у меня готовится чаечек. Ну вот, лимончик есть, сейчас туда порежем. Чай, сахар. Это уже чаек Игоря готов. Вот. Ну и моя еда. Картошка с котлеткой и мясо оленя. Мгм. Как видите, все это греется. Мясо чье? Всё сушится, кстати. Вы знаете, друзья, очень жутко находиться в заброшенном доме, где у тебя есть постоянное ощущение, то, что ты здесь не один. Каждый покинутый дом хранит в себе нехорошую энергетику Мгм. и очень не любит незваных гостей. Помните, когда я взял из заброшенного дома ведьмы амулет и принес к себе домой? Многие писали, что я сделал большую ошибку, то, что я перетянул на себя зло и может случиться всякое. И вы были правы. Именно об этом феномене рассказывается в новом фильме под названием «Домовой». Осиротев, Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя потусторонняя сила, которую они принесли в новый дом. А вот вам и еще одна реклама. Хорош. Ну, класс. Так. Тяжко тебе будет, если нас здесь сожрут. Просыпайся. Это да. Тяжко не будет, будет уже легко, чего вас сожрут. Надо пойти Так просто. чё, их задача-то, вот они сейчас в этой лачуге побудут и все? Они до места не дойдут? Сейчас пойдем драться. Короче, мы сейчас с Игорем выбрались в сторону кабинок. Мы хотели проверить, что это такое, душевые или это туалеты. Как оказалось, это туалеты. И самое что жесткое, что интересное здесь обнаружилось. Сейчас вам покажу. Это вот такое вот количество телефонов. Ну, местный колорит. Просто обратите внимание. Просто у каждого, у кого появилась новая модель телефона, прибивали сюда. Просто прибили гвоздями. Не, ну для Двух телефонов. сюжета ужаса, естественно, это каждый похищенный человек. Ваши телефоны будут уже блатными, которые будут висеть на стенке. Да, вижу, да. Там горит свет. Сейчас на самом деле 2 часа ночи, я надеюсь, то, что все, кто здесь есть, все уже спят. Подожди. Они же на этом грузовике ехали, нет? Ёбаный рот. Разбитое. Видишь, да? Разбитое стекло. Здесь топор стоит. И разве не на этом грузовике? Здесь славно Я трава понял. колет. Что-то какой-то... Просто посмотрите. Просто что-то я хрен знает. У меня сейчас ощущения начинают такие подкатывать. Так, Как будто бы это все придумано, прям вообще все. нам не сюда. Даже вот это место, это знакомого вот Оттуда этого, пришли. наверное, мало. Смотри, дверь в лианах. Открытая. Закрадывается у меня вот такая мысль. А вы что думаете? Пишите, пишите комментарии обязательно. Ой, бля. Тихо, не шуми. Блядь, Игорь. Это черепа. Смотри.
здесь коллекционируют. Мгм. Просто в большом количестве. Здесь даже позвоночник висит чей-то. Блядь. Это что нахер такое? Вот там сейчас позади меня находится огромное количество черепов. Мы это нашли в каком-то обеденном зале, как я понял. Если это вообще можно так назвать. Обеденный зал с черепами. В сути, чем в такой глуши еще заниматься? Наверное, вот такую херню делать. Черепов что-нибудь разукрашивать. У кого какая раскраска была в детстве? И видишь здесь? Даже здесь ручки из костей настоящих. Ну, это кости-то животных. Делают же из бивни мамонта какие-то украшения. Это тоже кость. А тут просто нашли этому применение. Вдалеке. Это охереть. Вот здесь мы живем. Если без шуток, я думаю, что после вот этого увиденного, что мы сейчас здесь обнаружили, нужно собираться и валить. Вот реально Почему? без шуток. Это пора Потому что, испугался. что-то здесь нездорово происходит. Я не знаю, для чего это все используется, да, вот этот весь антураж. Но потихонечку наши вещи досушиваются. Так они сами отвечали по пути на свой вопрос. Топор, наверное, для того, чтобы дрова Идём колоть. отсюда. Включимся уже снаружи, как выберемся. Вот так вот. Ну что я могу сказать? На самом деле видеоролик в принципе залипательный. Посмотреть можно и за некоторые моменты там, усилий ходьбы. И если это правда все, им респектосик, молодцы, немаленький путь проделали. Но под конец начало закрадываться большое сомнение. И от этого впечатление от видео немножечко угасло. Ну а в целом, я думаю, все вы и так видели, поэтому обязательно пишите комментарии, понравился вам ролик или нет, и в целом вообще ваше мнение. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.